Всем привет! Сегодня для вас хочу приготовить очень вкусную корейку. Это у меня свинина, ровно 3 килограмма. Эта часть у меня короткое ребро называется, и из нее я буду делать корейку. Сейчас я сниму шкуру, но не буду уже вам показывать, чтобы сэкономить ваше время. Все, я снял шкуру, но шкура снималась очень тяжело, если честно, так бывает, к сожалению. И теперь нам необходимо определиться, как мы будем нарезать этот кусок мяса. Нарезать я буду вдоль ребер, тут у меня их немного, дальше просто идет как чистое мясо. И теперь вот так вот сантиметра по 2 кусками я начинаю нарезать это мясо. Сейчас я ускорюсь и покажу все в процессе быстром. Вот на такие куски я нарежу весь кусок мяса. И теперь мы с вами приготовим вкуснейший соус для этого вкусного мяса. Здесь у меня 100 мл классического соевого соуса. Добавляю я приправу для свинины. И теперь я сюда добавляю 1 столовую ложку копченой паприки. Если у вас нет копченой паприки, добавьте обыкновенную простую паприку. И добавляю я 3 столовые ложки горчицы зернами, ровно 100 грамм. И теперь добавим сюда еще одну горчицу. У меня своя домашняя, очень вкусная, острая. Делаю я на огуречном рассоле. Добавляю я тоже 3 столовые ложки. По весу у меня вышло тоже 100 грамм. Теперь я добавлю сюда еще один ингредиент, очень важный в этом рецепте. Это простой обыкновенный чеснок. Я его специально измельчил заранее блендером. И теперь сюда добавляем чеснока. Я в этом рецепте использую тоже ровно 100 грамм. И теперь все это хорошенько перемешаю. Теперь я сюда добавлю 1 столовую ложку соли. Из расчета 1 чайная ложка на 1 килограмм мяса. У меня вышла 1 полная столовая ложка. И теперь я сюда добавлю растительное масло. Ровно 3 столовые ложки. И можно уже окончательно все перемешать. И соус у нас для мяса готов. Теперь берем посуду, в которой мы будем мариновать мясо. Укладываем сюда первые 2 кусочка мяса. И начинаем обмазывать их вот этим приготовленным только что соусом. Обмазываем хорошенько, тщательно со всех сторон. Все, я мясо хорошенько обмазал со всех сторон. Теперь затягиваем это пищевой пленкой и убираем на ночь в прохладное место. Хотите вкусное мясо? Маринуйте всю ночь. Прошла у меня ночь. Постелил я фольгу в 3 слоя и постелил 1 слой пергаментной бумаги. И теперь на пергаментную бумагу я раскладываю мясо, которое у меня мариновалось всю ночь. Разложил я мясо, теперь накрываем мясо фольгой и обязательно зажимаем вот эти вот края фольгой, чтобы у нас лишний пар не выходил. Таким способом мы будем томить мясо ровно 1 час в заранее разогретой духовке, куда мы сейчас и отправляем наше мясо. Прошел у меня ровно час, и теперь раскрываем фольгу и давайте посмотрим, как у нас мясо приготовилось. Будьте осторожнее, потому что пар очень горячий, можно обжечься. Проверяем сразу на готовность мяса путем протыкания мяса ножом. Если нож входит легко и нет кровяного сока, значит мясо у нас готово. И я его опять отправлю в духовку, разогретую до 250 градусов, на 15-20 минут, чтобы корочка у нас подрумянилась. Прошло у меня 20 минут, посмотрите, как красиво поджарилось у нас мясо. И теперь можно его подавать с каким-нибудь гарниром. Готовьте на здоровье, приятного всем аппетита, подписывайтесь на мой канал, ставьте палец вверх. Всем пока-пока.